Я только помню один банк, куда мы с ним ходили. Мою дочь Марину обманул мошенник Андрей Дегтев. Он оформил на нее несколько кредитов и 17 микрозаймов. Мало того, что проблемы со здоровьем, инсульт. У нее страдала память. Цепочку. Забрал вашу золотую цепочку. Уговорил сдать компьютер и цепочку. Боже мой, какой позор. Он не аферист, он просто... А кто он? Бедных людей обманывать, бабки с них драть. Музыканты так живут, это нормально. Гнилая тварь! Прям клянчил денежки. Ему дал сначала одну сумму, вторую, потом третью. И где вы оказались в итоге? Добрый день. Понятное дело, что мошенничество – это ужасно. Да не просто ужасно, это статья. А вот мошенничество в отношении беспомощного человека, я даже не знаю, как это назвать. Ну да, только надо помнить, как говорил один олигарх. Жизнь – это супермаркет. Бери, что хочешь. Но впереди касса. К нам на программу обратилась Ольга Куклина. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас случилось? Рассказывайте. Мою дочь Марину обманул мошенник Андрей Дегтев. Он оформил на нее несколько кредитов и 17 микрозаймов в общей сложности на сумму 900 тысяч рублей без процентов. И я думаю, что он воспользовался ее болезнью и ее просто душевным состоянием в период, Если не в момент секрет, а болезни. что с вашей дочкой? Болезнь какая? У нас заболевание называется пароксизмальная ночная гемоглобинурия. У нее в декабре случился инсульт именно на этой почве, то есть это последствия заболевания. Инсульт и общее заболевание сыграли для мозга очень неприятную ситуацию, то есть у нее страдала память. То, что перенесла эта девушка, вот, острое нарушение мозгового кровообращения в данном случае. В условиях низкого гемоглобина это плохая память, снижение концентрации внимания, бледность, слабость, вялость, плохой аппетит. То есть правильно я понимаю, что при падении гемоглобина, драматическом таком падении, оно может быть и моментально происходить, верно ведь? Да, это название пароксизма. Да, пароксизмы, да. То, возможно, это настолько ухудшение памяти, изменение состояния, что человек может, правда, не отдавать себе отчет в том, что происходит. Вы абсолютно правы. Она не помнит, как она взяла первый кредит, а вот дальнейшие уже кредиты некоторые она уже помнит. А их вон А сколько. почему произошло, как, на мой взгляд, вы знаете, в тот момент она настолько открыта была какому-то человеческому общению, и в том числе мужскому. Она была просто открыта. И познакомились 10 мая, а 11 мая был взят первый кредит. Да вы что? 11 мая. Сразу То после есть знакомства. Сразу после знакомства. И, понимаете, когда человека взяли врасплох в моменте, когда вы не готовы, когда вы не понимаете, что, ну, как бы ты идешь с распахнутой душой, ты идешь с определенными целями, да, какими-то, и, в общем-то, с достаточно понятными человеческими целями, да. А Ну, это первые ее такие, отношения, знакомства, общение? Нет, у нее были отношения в течение 7 лет с молодым человеком. Она собиралась за него замуж. И как бы он ей тоже обещал, говорил, что вот мы накопим, вот сейчас пока не время, а вот давай подождем. Он заботился о ней. В каких-то вещах ей не отказывал совершенно. Но он все кормил завтраками. И как бы я к этому относилась абсолютно негативно. Мне это все не нравилось. У меня были с ними разговоры на эту тему. Но вот этого момента замуж
чего каждая женщина нормальная ждет, этого не было. И понимаете, когда с ней случился вот этот вот инсульт, грубо говоря, но он ее оставил, он ее бросил. Ну, то есть у нее мало того, что проблемы со здоровьем, инсульт. Она осталась одна, и тут она знакомится с вот этим молодым человеком. Где они, кстати, познакомились? Познакомились они в социальной сети. 10-го они знакомятся, 11-го она уже с душой нараспашку, сердце нараспашку, ну, как выяснилось, еще и кошелек. Ну, по сути, да. А вы-то как узнали об этом и когда? Я об этом узнала, к сожалению, поздно, когда вся история уже закончена была кредитная. Поток вот этой вот А сколько их всего? бесконечный. Сколько их всего? Их всего 4 кредита и 17 микрозаймов. Еще я обнаружила, что в какой-то из кредитов, я не помню, в какой банк он подавал на сумму 1 600 000. То есть, можно сказать, мы отделались... то есть сумма могла быть гораздо больше. А помимо того, что он просил вашу дочь брать кредиты, микрозаймы, как-то он еще пользовался именно финансовыми какими-нибудь ее средствами? Да, пользовался. В середине вот этой истории финансовой, когда вот он пустил на поток взятие кредитов, делал он это с азартом игрока, я просто это... А это что значит? Он брал и брал. То есть вот эта вот переписка в интернете «Доброе утро, кот! Доброе утро, кот!» То есть он вошел в азарт, он почувствовал, что она, ну как бы не может Кот уже... это кто? Кот – это когда ты берешь микрозайм, тебе приходит код, и ты отправляешь ему этот код на телефон. Господи, я думала, кот это котенок, типа. Доброе утро, кот. Ну, думаю, странно, не котенок, а кот, честно. Ну, то есть в голове-то, да? А это кот пришли, чтобы кредит Доброе взять. утро, ты как? Код. Это было все очень цинично, и это было через... Потом уже ее сопротивление сделано. И когда я читала, я просто плакала. Потому что это было психологическое насилие над природой, над волей. И над всеми вообще чувствами, которые есть у человека. К счастью, как я понимаю, вся эта переписка сохранилась, верно? Сохранилась, да. Мы у вас в гостях побывали, с вашего разрешения, и поговорили об этом деле. Мариша, Мариш, пойдем давление мерить. Ложись. Врачи нам рекомендовали прям каждый день мерить давление. 104/66, пульс 74. Слава богу. Есть будем? Сегодня у нас у Мариши на завтрак зеленый чай. В основном это мята. Мята успокаивает. Она, конечно, может это все сама делать. Ну, мне приятно. Слава богу, кушать. Мариш, пойдем. Кушай, сыночка. Давай. А спала как? Спала я хорошо. Сегодня проснулась. Сегодня нормально, да? Ну как у тебя аппетит? Лучше, нет? Да, лучше. Слушай-ка, витамин D надо сейчас сразу, да? Так, вот я ищу постоянно. Вот у меня, видите, тут куча, из которой я должна выбрать то, что ей нужно утром. 5 наименований, например, пропиваем курсом, дальше назначаются вот еще другие наименования. После тяжелейшего инсульта попадает в эту историю. Возможно ли вообще такое занять 900 000 у человека, которого ты знаешь один день, и каким образом это было сделано? Потому что девочка ничего не помнит. Мне кажется, он меня принуждал к этому. Я только помню один банк, куда мы с ним ходили. Я с ним не могла разорвать отношения, потому что у меня были кредиты. И страх, что я их не верну. Такие люди, как вот этот человек, ну, мне кажется, они должны быть наказаны. С того момента, как я узнала об этой истории, на протяжении 2,5 недель, вот лично я, а она на протяжении 2 месяцев, огромный колоссальный стресс. Я ничего не могу делать, меня просто трясет. Я сама на таблетках тоже. Еле куда ходила на работу, еле-еле. Сама не могла ничего делать. Ну все. Все, я успокоилась. А вы можете нам поподробнее рассказать, как все-таки они познакомились? Вот в социальных сетях. Кто кому написал? Как они друг друга нашли? Как первый раз встретились? Да очень просто. В социальных сетях он
привет, привет, как это Он делается. написал, да? Он написал. Потом он как бы недолго думая перешел в личные сообщения. Привет, как дела? Ты откуда? Я оттуда-то. Давай встретимся. Она говорит, я не могу, я через неделю могу. Нет, я не утерплю, давай завтра встречаемся. То есть это вот 10 мая, давай 11 мая встретимся. Она подумала, ну давай, вроде как, я попробую выделить время. Я с дочерью поговорила, ну, она мне показала, кто это, я посмотрела страницу, дочь аккуратнее и так далее. То есть А вас на у его меня был странице разговор. ничего не смутило или смутило? Нет, пока ничего. И, честно скажу, мне лицо не понравилось, но сколько раз я ошибалась в лицах, вот на самом деле, 100 раз ошибалась, думаю, господи, какое лицо ужасное. Пообщаешься, замечательный человек. А тут, да, меня смутило лицо. Я говорю, ну ладно, дочь, вроде бы честность и доброта написано, вроде бы песни, но песни я в тот момент, честно скажу, не послушала. Чуть позже уже прослушала. Но он поет, что ли? Он музыкантом себя позиционирует, прямо очень таким серьезным. Прежде чем, когда она пошла, естественно, я как мать понимаю, что знакомиться с молодым человеком – это большая ответственность. Я говорю, Мариш, ты знаешь, зачем мы это? Ты идешь, в результате все равно ты хочешь семью, ты хочешь детей, ты же знаешь, это прекрасно. Ты должна приглядеться обязательно. Я ее предупредила, я буду, во-первых, тебе звонить, мы были на созвоне в этот день. Я ей сказала, говорю, доча, ты должна обязательно человеку сказать, что ты болеешь, заболевание серьезное, чтобы никого не обнадеживать, и ты должна предупредить, что у тебя был инсульт. Скажите мне, пожалуйста, а вы же с ним встречались, да? Да, смотрите, как произошло. Я приехала из деревни, буквально мы уезжали на 2 дня. Дочка была с бабушкой. Вот тут я узнала про всю историю, на самом деле, как только приехала. Она плачет, говорит, мама, случилось невозможное, невероятное, вся в слезах. Сейчас придет человек, я набрала микрокредитов и на сумму там вот... Она не смогла озвучить сумму на самом деле, потому что она просто не знала, какая там сумма. Мы пошли на улицу вместе, он сидел в машине, в такси. Я подошла, я его давай снимать на телефон, естественно, потому что он с позиции хозяина говорит, ну да, снимайте, у вас есть на это право, конечно. Это твои папа и мама, садитесь в машину. Мы сели вместе. Я говорю, ну давайте рассказываем. Понимаете, вот так, ваша дочь взяла вот эти вот кредиты и микрозаймы. Я говорю, в смысле, сама? Да, она сама взяла. Я говорю, а вы? А я попросил. Мы можем пойти в суд, мы можем пойти в полицию, и мы можем пойти к нотариусу. Выбирайте, куда вы хотите идти. Я сейчас опешила даже. Представляю ваше состояние. И вы пошли куда? Мы пошли к нотариусу. Он озвучил сумму, которую он занял. 400 тысяч в банке и 9 микрозаймов. И вот на эту сумму он предложил взять расписку. И эта расписка у нотариуса стоила 17 тысяч. То есть вы берите расписку, а я вам потом заплачу. Я так подумала, ну как-то 17 тысяч это... половина, четверть больше моей зарплаты, почти половина. И я как бы подумала, нет, я его не знаю, я не понимаю, что произошло. Нет, пойдем обратно. Мы пришли домой. Вы представляете? Я говорю, ну давай с ним, да. К вам домой? Ко мне домой. Он начал мне рассказать, она по своей воле взяла и я вам буду платить каждый день по 2000 рублей. В конце месяца будет 60 тысяч, и вы каждый день будете откладывать на все кредиты, которые у вас есть, сами. Это просто чудовище какое-то. Это манипулятор такой. Вы знаете, я в этот момент поняла, что я вообще в людях не разбираюсь. Потому что первые 5 минут это происходило, как будто на кухню пришел человек, которого я знаю давно-давно. То есть это было все запросто и очень по-доброму. Это очень по-доброму. То есть понятно, почему ваша дочка так к нему расположилась, да? Я думаю, да. Но когда он понял, что что-то не так с вашей стороны, он записал обращение в соцсети. Давайте посмотрим. Когда мы начали встречаться с Мариной, у меня было много финансовых долгов. Она не при смерти больная, и справку о том, что она инвалид, мне при знакомстве не показывала. Боялась сказать об этом, это с ее слов. Для меня инвалид, если визуально, если нет какой-либо части тела, руки, ноги. Когда мы встретились, она пришла
с хорошим настроением и нормально провели время. Я никогда не стану обижать инвалидов, так как мне нужны деньги, я завел разговор с ней о помощи мне за вознаграждение. Я ее уговаривал дать мне в долг, совершенно верно, но не заставлял и не отнимал, все было с согласия. И это не схема никакая, она знала, что за коды приходят. Я все-таки хочу с Мариной поговорить о том, что она чувствовала в тот момент, когда он просил ее, настоятельно просил, как я понимаю, по-доброму, взять кредиты. Марина, идите к нам, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина, привет. Здравствуйте. Расскажите нам, как вы познакомились с Андреем и каким он вам показался при первой встрече. Вообще, он мне показался вначале очень добрым, открытым таким человеком. Мы гуляли по улице с ним. На тот момент он работал ночью, как он мне говорил, ночью в такси. Он рассказал, что он занимается музыкой, пишет музыку. Скажите вот еще что. А вы ему переводили деньги сразу? А хоть раз вам пришла в голову мысль попросить эти деньги обратно? Да, пришли. И что он отвечал? Он отвечал мне, что деньги будут, что он мне пришлет деньги. А вы верили? Я ему поверила на тот момент, да. Влюбились в него? Нет. Нет? Просто как к другу к нему относились? Просто, да. И он у меня еще цепочку сдал. Вашу? Да. Забрал вашу золотую цепочку и сдал ее в ломбард? Да. Уговорил. Вот чудовище. Уговорил он меня. Уговорил сдать компьютер и цепочку. Боже мой, какой позор. Потом она это все выкупила за свои деньги уже. А хоть что-то слышали из того, что он сочиняет? Да, я его слушала песни. Он мне... И как вам? Мне не понравилось. А вы ему сказали, что? Я ему говорила, что, ну, у тебя песни ничего. История отношений вашей дочери и этого, я пока не буду эпитеты подбирать, сохранилась в той части переписки, которую вы говорили. Давайте, если вы не против, конечно, мы посмотрим. Привет. Ты с какого района? Привет, с Московского. Серьезные отношения рассматриваешь? Да, конечно. А какие еще можно рассматривать? Доброе утро. Как ты? Уже работаю. Как дела? Чем занимаешься? Дела норм, ничем особо. Сейчас позвонят. 4 последние цифры. Я сейчас посплю немного, а потом продолжим. Ну что, милый? Тебе, кстати, займ одобрен в офисе. Сможешь сегодня съездить? У меня машины просто нет. Нет, мне на улицу нельзя выходить. Да у тебя же температуры нет уже. Нет, я же тебе говорю. Ну, пожалуйста, съезди. Хуже не будет. Да я не могу. Ты сейчас-то нафиг тогда в банк поехала. Но я не виноват, что ты поздно приходишь. 1560 оплатишь, чтобы было. И код. А я буду тебе писать, хочешь ты этого или нет. Ты должен отвечать, когда у тебя, например, нет никого. Ты специально, что ли, на нервы действуешь или что? В смысле я тебе должен отвечать? Нет никого, я тебе ответил по фактам на все, понимаешь ты или нет? Окей, тогда я им расскажу. Говори, мне-то что? Тебе хуже будет, но не мне. Сама согласилась помочь мне, я тебя не заставлял. Еще угрожает мне тем, что скажет родителям. И что? А вам не страшно было, когда он вот так вот стал хамить, матом писать? Не страшно было? Было страшно. А чего боялись? Я боялась его. Что он может физически что-то сделать? Да. До последнего момента мы надеялись, что этот музыкант исполнит нам что-нибудь в этой студии. И до последнего момента он кормил нас завтраками. И потом исчез. Мы успели все-таки несколько интервью, видеоинтервью с ним записать. С Мариной, смотрите, познакомились в знакомствах на сайте. Пообщались. Я ей предложил встретиться. Мы встретились на следующий день. Также я ей сразу рассказал о том, что я занимаюсь музыкой. Вот. Есть шанс там то, что вложить в рекламу. Хочешь, не хочешь, давай, типа, это можно попробовать. И что я с этого получу, я с тобой рассчитаюсь. В день знакомства она мне отдала свои 50 тысяч рублей. А на следующий день уже, соответственно, банки. Взяли сначала в одном банке 150 тысяч, в другом банке 370 тысяч. То, что я у нее просил коды, она об этом знала. От личных кабинетов в банке. Я относился к человеку не как к кошельку, а как к
нормальному человеку. Но я бы не сказал то, что любовь у нас какая-то была, симпатия была. А сейчас меня обвиняют в том, то, что я пользовался провалами в ее памяти, инвалидностью. Но, во-первых, я не знал об инвалидности до 9 августа ничего. А во-вторых, ну, все она помнит. Какой кошмар. Он врет. Он Это врет. просто верх цинизма. Какое-то чудовище сидит. И у нас в студии есть еще один музыкант. Такой же? Не знаю, поклонник творчества Андрея вот этого. Давайте позовем Дмитрия Ярославцева сюда. Да. Мы уйдем. Во-первых, Андрей не исчез. Он на связь выходит, отдает деньги. А его никто в этом не обвинял, что он исчез. Он не аферист, он просто А кто он? наивный человек. Кто он? Наивный человек. А вы кто? Адвокат человек. дьявола? Я человек. Раз вы фанат, и вам нравится его творчество, скажите мне, пожалуйста, а в каком жанре он поет? В лирике. Лирика. Да. Каждый артист на стартапе надеется на то, что его трек выстрелит. Любой человек, любой будет артист, начинающий верить в то, что его творчество сейчас вот выйдет в чарты, в топ. Как бы Вы и... знаете, я полагал, что любой артист как бы ни в чарты, ни в топ не стремится. Любой артист стремится к самосовершенствованию. Если он исполнитель, он стремится к виртуозности. Если он автор, он стремится к оригинальности. А уж потом, если найдется аудитория, вот тогда приходит и слава, и успех, тогда рождается, ну, настоящая звезда. А оказывается, надо бедных людей обманывать, бабки с них драть. Скажите мне, пожалуйста, он в азартные игры в какие-нибудь играет? Насколько я слышал, да, он играет. Ну а кто не играет? Сейчас В все смысле, я играют. не играю, Саша не играет. Не знаю, много сейчас. Вы слышите себя, нет, секунду, вы слышите себя, поклонник. Это дрянь, которая считает себя композитором и музыкантом, берет деньги якобы на то, чтобы его творчество наконец-то дошло до зрителя, на самом деле тупо проигрывает эти бабки, которые он у других взял. Ну а кто ему дал эти деньги? Зачем ему давали? А ты не видел, кто ему дал эти деньги? Ему же по собственной воле Подожди, дали эти сейчас деньги. хлопочешь, правда. Так, ты видел прекрасно, сидя за кулисами, кто в данном конкретном случае Я видел, давал да. ему деньги. Он не заставлял никого, не Человек принуждал болен. к этому. Ты это понимаешь или Он нет? их не украл, он занял, он отдает, правильно? Послушайте меня внимательно. Значит, первое, когда ты берешь деньги, если ты порядочный человек, ты не просто должен объяснить, для чего ты это делаешь. отдавать. Да? Ты должен сказать, когда и в каком размере ты эти деньги вернешь. Что эта тварь делает? Но это музыкант, у него сегодня есть деньги. Какой завтра- он музыкант? Музыканты так живут, это нормально. Гнилая тварь! Вот еще раз ты мне про музыканта скажешь, вот я точно не сдержусь. Мы сейчас говорим не про музыку. Он игроман. Он осознал сейчас все это. Да. Он ничего не мог Вы осознать, знаете, ему он- нечем это осознавать. послушайте Его меня. мозг болен, Послушайте. и он сейчас бегает в поисках этой дозы. А что такое для него доза? Это поставить очередную ставку. Ну вот Нет. это точно сыграет. И я совсем расплачусь. Это невозможно самостоятельно Он все остановить. отдает сейчас. Скрины Да, посмотрите, вот зайдите. хорошо, что сказал. Мы посмотрели то, о чем ты говоришь. Внимательно посмотрели. Он такой же музыкант, как режиссер. Давайте посмотрим. Вот тут полтос. Не надо вот закрывать лицо, тебя все равно будет видно. Пересчитывай. Это вот тебе за займы, которые ты мне брала, помогала брать. 5 штук – это 10. Можешь себе оставить. В общем, мы с тобой в расчете. Да, но общение мы не прекращаем. Посмотрим на твое поведение. Это что было? Очень плохая игра. Это что было? Это вот... Почему же играл? Он отдал долг. Я хочу к Анастасии Лезовой обратиться. Историю вашего знакомства расскажите. Мы также познакомились в социальных сетях, он мне также написал, но первое идти на контакт я как бы не шла, и я очень долго с ним не встречалась. Почему? Ну, потому что у меня не было заинтересованности в человеке. Мы пару раз виделись, он приезжал, рассказал то, что он в такси работает временно. Потом он рассказал о том, что он музыкант, то, что он хочет развиваться, и как бы сейчас работает в такси как раз для развития. И поет. Да. Вам-то он пел? Нет, я не просила.
Он мне скидывал А вы свои думаете, он песни. спрашивает? Он мне спустя месяц где-то написал, попросил о помощи, то, что давай встретимся, у меня там какая-то жизненная ситуация, то, что ему нужны деньги, можешь ли ты там за определенную сумму купить мне телефон, я тебе эти деньги там отдам через месяц и сверху еще небольшую сумму за это, за работу, грубо говоря, заплачу. Вы купили ему телефон? Да, мы встретились. Телефон мы купили за 65 тысяч. Обещал он мне за это в районе 10 тысяч. Понятно. А так сколько он отдал-то в итоге? На данный момент он мне отдал 16 тысяч, но это уже от другой суммы. Мы с ним позже всей этой ситуации очень случайно встретились. И он мне написал заново расписку, написал, какую сумму он сам захотел. Это как не я просила. Какую? 99 тысяч он в расписке написал уже. Какой щедрый товарищ. А в полицию вы обратились хотя бы? Нет. Почему? Я не хотела жизнь ему как-то этим портить, и я все еще надеюсь, что он в итоге мне отдаст эти деньги. Если вы не напишете заявление, это не значит, что его не напишут другие. Просто он будет отдавать потом всем, кто будет потерпевшим по уголовному делу. А вы будете по остаточному принципу. А срок какой там грозит ему? В его случае это однозначно до 10 лет. Когда эта история стала известна в его родном городе, в Нижнем Новгороде, он получил огласку, да, он очень сильно расстроился, и вот сейчас он Плачет, сидит, сам да? объяснит, почему. Давайте посмотрим. После выхода сюжета в свет моя жизнь превратилась в полнейший ад. Мне поступают угрозы. Также меня уволили с работы, машину отняли. Я боюсь, честно сказать, выйти на улицу, и мне пришлось съехать из-за таких комментариев, как «выходи, мы тебя ждем около подъезда, мы тебя убьем, мы тебя сделаем инвалидом». Вот мне пишут: ну что ж, ты хотел стать известным, ты этого добился. Сколько людей с тобой пообщаться хотят. Тут уже переезды тебя не спасут, наоборот, по дороге потеряться можно. Ты не забудь сегодня в 8 по данному адресу приехать, тебе геолокацию скинуть. Вот, и там хорошее место, уединенное, попробуй не приехать. Я не могу никуда устроиться на работу, не могу денежку отдавать никому. На нервной почве я не ем, не сплю практически. Вот, ищу деньги, чтобы заплатить соответствующим людям. Вот, также трогают маму в комментариях. Вот, она здесь вообще ни при чем, моих родственников. Я хочу, чтобы это все как бы прекратилось. Я готов со всеми к диалогу, к адекватному, к нормальному, и мы к чему-то придем. Скажите мне, пожалуйста, господин музыкант, а вы знаете, у какого количества людей он брал деньги, так что вот теперь, видите, переехать вынужден? Сколько человек всего у него? Не знаете? могу догадываться, я знаю. А с ним не только говорили по этому поводу? А если окажется, что их больше 100, это тоже нормально? Да не может быть такого. Сейчас наговорят на него, и все, и каждый будет скажет. Я тоже ему давал Послушайте, долг. а чего на него наговаривать? Он сам на себя все, что нужно, уже наговорил. Он раскаивается и отдает. Что он отдает? Он отдает деньги, пытается как может же. Давайте Владимира Ганина, это отца Марины, вашего супруга, позовем в студию. Может быть, по-мужски он тебе скажет что-нибудь про этого? Позорище. Знаете, молодой человек, вот вы защищаете Андрея. У меня к вам один простой вопрос. Простой мужицкий вопрос. А вы не хотите кредит взять на лям? Для него. Для развития его музыки. Взять и дать ему взаймы. Сам. Нет. Андрей, нет? А что так? Ну, потому что я не А даю что долг. почему? А он не вас не даю просил, долг. да? Он вас не просил. Он не просил. Да, он вас не Если просил, бы он вот просил именно девочек. Он бы меня попросил, я бы ему не дал. А девочки почему? ему давали. Вот именно в этом-то и проблема. Что вас он не просил, потому что знал, что вы ему не дадите. А вот девочки, которых развести... Да все понятно. Владимир, скажите, пожалуйста, вы же лично общались с этим Андреем? Ну да, вот когда мы всю эту историю узнали, и Андрей у нас был, расписки написал. Ну, правда, расписки написал на 600 тысяч. Телефон. Отработанная схема. Ну, только на этот раз телефон за 120 тысяч, смартфон, в рассрочку. А вам еще повезло, вы за 65 купили, а тут за 120. Вот, да, а тут 120. 6200 платежа в месяц. А потом микрокредитные организации. Это вот мы уже сейчас узнали, что их 17, а он написал 10.
И суммочка, 50 тысяч, которые Марина отдала, своих, которые она копила очень долго. У нее небольшая зарплата. Она зарабатывает сама, но у нее небольшая зарплата. Вот она их копила, отдала. Потом, когда пошел следующий разговор на тему отдачи ноутбука, который Марина дала ему почистить, а он заложил его в ломбард, а потом, значит, решил, что все-таки надо лучше отдать. Материальная ценность все-таки. И знаете, какая вещь? С вами я разговаривать больше не буду. Я у Марины, значит, занимал деньги, с ней и буду разговаривать. Мы, наконец-то, сейчас, знаете, что услышим, куда эти миллионы делись от самого обладателя этих миллионов. А главное, услышим образец его творчества, наконец-то. Первый долг, 1150. И с него, в принципе, все началось. А на сегодняшний день у меня долг составляет, наверное, чуть больше 8 миллионов. Средства я, которые занимаю на музыку, трачу, нет, не все. Какую-то часть, да, какую-то часть на себя, а какую-то... В основном я отдаю долги предыдущим. У меня еще зависимость от азартных игр. Может быть, даже поэтому большую часть меня затянуло в такую трясину. Конкретно с долгом Марины были вложены деньги в музыку. Ушло на покупку 3 минусов в группах по музыке. Они стоят в пределах 15-20 тысяч. Какую-то часть я оставил себе, и большую часть, 70%, я отдал по долгам. Я музыкант из Нижнего Новгорода. Пишу текста, записываюсь на студии звукозаписи. А что произошло, того не миновать. У нее есть талант, все изнутри ломать. Да забудь ты ее, ведь она не твое. Что такое любовь, она вряд ли поймет. А моя душа все так же поет, как влюбился я. Вот идиот, да забудь ты ее, ведь она же забыла. Про текста я уже молчу просто. Я даже говорить дальше не буду. Про текста уже все понятно. Но как может быть музыкантом человек, у которого абсолютно нет слуха? А как можно понять без музыки и без обработки Ты персональной? Да. Простите, Ты что, не слышишь, что ли, Сейчас музыкант? полэстрады так поют, потом обрабатывают, и все звучит классно. Все, хватит разговаривать. Встал и ушел. Иди, эстрада, иди. Когда звукооператор выводит у какой-нибудь прекрасной девушки, у которой ни слуха, ни голоса, зато все остальное есть, я понимаю. Но здесь-то куда выводить? Но я тебе хочу сказать, что самое страшное, что он сказал, что долг-то больше 8 миллионов. 8 миллионов, И он не да. остановится. Хотя, вы знаете, что самое удивительное? Те люди, у которых он никогда не берет в долг, которые знают его очень давно, относятся к нему прекрасно. Это соседи. Давайте посмотрим. Отличный мальчишка. Он здесь с самого детства, я его знаю, здесь живу. Прекрасный мальчик, уважительный очень, никогда не нагрубит. У него очень прекрасная мама. Как так получилось, не знаю, никаких задатков не было в детстве. Просто его мама всегда воспитывала одна, может быть, по этой причине он что-то хотел. И то, что вот он как бы там обманом кого-то, я вот в это даже поверить не могу. Сама не знаю, что с ним случилось. Вот вы узнали об этом, то есть вот вообще характерно ему? Нет. Может, кто его подбил на это, я не знаю. Андрей не вину. Нет, хорошо, я пришла к вам это просить. Возьми у них кредит. А на что? Если ты меня не знаешь, на каком основании ты кредит будешь брать? Они сами виноваты. Ты зачем берешь? Ты человека не знаешь, берешь кредит. Александр Марков, бывший коллега Андрея, приехал к нам в студию рассказать, как он попал в психиатрическую клинику, правда, добровольно, после общения с этим милейшим человеком. Александр, идите к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. А с вами-то что случилось? Он занял у меня очень крупную сумму. Какую? 200 тысяч примерно по распискам вышло. Он пришел в мою жизнь, начал давить то, что у него все плохо с его мамой.
Сань, мама при смерти. Она сейчас в больнице лежит. Прям уже все, требуется операция. Прям клянчил денежки. Все хуже и хуже. Его матери становится, и в Москву увезли. В итоге я все-таки ему дал сначала одну сумму, вторую, потом третью. Так набежала достаточно большая сумма. Я понял через несколько дней то, что он меня обманывает. Я узнал через знакомых, которые позвонили его маме, а мама, оказывается, живая и здоровая. А на тот момент уже сколько вы ему дали? Ну, 200 тысяч все в сумме вышло. И он пропал? До того, как он пропал, он еще просил меня микрозаймы взять. Вы взяли? Нет, потому что я уже узнал то, что с мамой все хорошо, и я понял то, что что-то не то. Так, с вами что случилось? Очень сильная депрессия. И где вы оказались в итоге? Ну, я оказался в диспансере. Вы сами пришли туда? Да, я туда ушел, потому что я перестал Но уже кушать, не справлялись пить. просто. Это Я из-за вообще не этих справлялся. денег, да? Из-за этого долга? Ну, по большей части, да. Но вы-то в полицию написали заявление? Нет, я написал в полицию только спустя какое-то время. И что было дальше? Ну, собственно, ничего. Но суд-то был какой-нибудь или что-то? А суд вот недавно был, да. И что? Это суд, куда вы предъявили расписки свои вот эти? Да, по распискам именно. И? Пока что выясняется, почему Андрюша не взял письмо и не явился на суде. А то есть он просто не явился на суд без уважительной причины? Да, и он не взял никакие повестки, то, что в суд надо. Мы, конечно, не могли не озаботиться с тем, что думают по этому поводу в Следственном комитете. Давайте посмотрим их комментарий. Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту мошеннических действий, совершенных в отношении жительницы города Нижнего Новгорода, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Нам на словах пояснили следственные органы, что сейчас они собирают большинство тех, кто появится, да, пострадавших по этому делу. Это может быть и вы, хотя вы не хотите его сажать, вы тем более, да, для того, чтобы объединить все это в одно дело и вот дать ему реальный и вполне ощутимый срок. И вообще все, кто пострадал от этого мошенника, все обязательно напишите заявление в Следственный комитет. Обязательно. В связи с тем, что он набрал долгов у большого количества людей, вполне реальный срок ему светит. Более того, мне непонятно, почему Следственный комитет возбудился по 159 части 3, потому что тут часть 4 в особо крупном размере. Он где-то в интернете начитался того, что если он будет частично там 1000 рублей, тут 2000 рублей отдавать, то что ему ничего не будет. А по факту нет, он тут-то и ошибся. Что касаемо вас, вы набрали кредитов, у вас более 1 миллиона долгов. В вашем случае, вот вы абсолютно законно можете избавиться от этих долгов путем банкротства. Потому что вы эти деньги не использовали, вы эти деньги не тратили. Такие люди хорошо знают психологический портрет своей жертвы. И исходя из той информации, которая есть, можно понять, что вот у них психология мошенника не по собственной воле. Это когда я попал в сложную ситуацию и сейчас вынужден перезанимать для того, чтобы кому-то отдать. И когда я частично отдаю другому человеку, я самому себе в первую очередь подтверждаю, что я стараюсь как могу. Мы возьмем эту ситуацию на контроль, то, что будет в Нижнем Новгороде, потому что он же все рассчитал. Приятель его говорил, да, но они же сами ему давали. Мошенничество — это и есть получение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. В том и есть состав, что сами давали. Я сейчас не только к девочкам наивным хочу обратиться, кто вот так вот разжимает свое сердце и кошелек и дает деньги, которых у них нет, их приходится брать взаймы. Я сейчас обращаюсь к тем, кто думает, что вот тем, чем занимался наш друг, заниматься безопасно и вполне себе комфортно. Но в конце концов, они же сами в клювике приносят. До 10 лет реального лагеря. Задумайтесь об этом в следующий раз, когда вы скажете: слушай, а не можешь взять для меня микрокредит или что-нибудь такое? А? До 10 лет.
Мы вначале жили в другой квартире. Бывший супруг узнал адрес, начал туда приезжать. Поднимал неоднократно руки. Сергей опасается, что сын у нас Вот собрался. этот сын А хочет что, ты не его видишь, убить. что это киллер просто прирожденный? Виталина объясняет, что надо сделать. Как убить папу? Потому что Сергей уже на него кидался и душил. Сын хотел повеситься. Поймал тебя прямо в кровати. На этого мужика в вашу кровать привела? Деньги она у него все до копейки забирала. Зачем он с ней жил? Я тебя лично убью, закопаю. Задолбали вы меня уже убивать. Отцом я тебя звать не могу. Ты и не знаешь, что у тебя есть старшая сестра. Старшая сестра нет. Вы ее видели последний раз, когда ей было 2 года? Вживую, да. Она сейчас выйдет в студию, познакомьтесь.